Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. Если вы нуждаетесь в искренних, добрых, честных словах поддержки, значит вы попали на нужный канал. Добро пожаловать. Вы когда-нибудь задумывались, почему мужчины так мастерски играют в равнодушие? Именно с теми, кто вывернул их душу наизнанку. Сегодня мы не будем гадать, любит, не любит. Мы пойдем глубже. Тема расклада. Случайная ошибка или зов крови? Кого на самом деле выбрала его душа, пока он играл в холодность? И я вижу в поле очень сильное сопротивление. Кто-то очень не хочет, чтобы эта правда всплыла. Но карты Таро не знают жалости к чужим секретам. В конце я назову ту самую черту характера, по которой он безошибочно узнает свою ту самую среди тысяч других. Вы готовы узнать, чье имя он шепчет, когда ложь больше не помогает? Начинаем. Для начала я делаю сигнификацию загаданного вами мужчины. Если сейчас срезонирует, вы этого мужчину узнаете. Узнайте его глаза, улыбку, тембр голоса. Будет очень на него похож. Значит, смотрим расклад до конца. Итак, назовите его имя этого мужчины. Вспомните его. Какой он? Что-то расстроенный он тут. И это уже носит хронический характер, можно сказать. Мало кому верит уже. Говорит, вокруг лисы хитрые. А я тут на поготове с каким-то мачете стоит на поготове. Зыркает из-под бровок и говорит, не приближайтесь, дам отпор. Тут что-то у него разочарован. Первая карта — это ребенок сидит на ступеньках, разодранные эти коленки разбиты, да, штаны разодраны. То есть ощущение, как ребенка кто-то обидел. Может быть, какие-то иллюзии, надежды, может быть, как детские ожидания разрушены. Сейчас я посмотрю, чего это касается. Это как его внутреннее такое состояние. Ребенок плачет. Так, о чем? Ну да, опять какие-то карты, говорящие о том, что он защищается. Тут карта щита от хитрых лис. Может быть, окружение какое-то. Как будто бы разочарован вообще во всем человечестве. Может быть, сейчас посмотрим конкретно в женской половине человечества, конечно. Но тут вот прям в женской половине, и тут карта токсична. Ну, вполне возможно, пострадал. Или он считает, что он пострадал. Может быть, там женщины в 1000 раз сильнее пострадали от него, от его проявлений, да? Какой он? Почему-то, говорит, невозможно быть с какой-то женщиной. Ну, вполне возможно, тяга к ней сохраняется, влечение к ней сохраняется. Отчасти невозможно, может быть, ограничения какие-то. Тут карта сплетни, не знаю, о чем это, вообще не пойму. Так, давайте сначала показали его, вот как маленький мальчик на ступеньках плачет. Почему ты такой расстроенный? Почему какое-то разочарование? Он чувствует себя униженным. Карта унижения по поводу чего? Холод, какая-то женщина от него отвернулась. Тут, смотрите, карта воздуха — это как охлаждение. Карта лилия — это женщина. Женщина, причем на женщину характеристика лилия — это чистота помыслов, намерений. Вполне возможно, женщина, которая искренне его любила, может быть, искренне к нему как-то пыталась найти подход, достучаться до него. Может, не случилось, не получилось. Вот тут, знаете, как отвернулась от него женщина. Ну, тут вот вполне возможно, человек осознал, что он действительно, это не игра, а он действительно уже не интересен какой-то женщине. Тут вот эти какие-то тут трансформации с ним, и он как, это тут даже не то, что там озлобленность, это просто он как запутался. Тут вот так.
Так, а хитрая лиса... И показана карта время, это уже время прошло. Хитрая лиса, это кто? Это он, хитрая лиса? Дьявол. А он сам у нас как хитрая лиса. Здрасте. О, девочки, тут вполне возможно, мужчина сам стал жертвой собственных каких-то дьявольских планов, страстей, тут как будто сам запутался в своих сетях. Вполне возможно, хотел какие-то форматы, карта Эрос, ну ничего в этом плохого нет, замечательно, и сексуальное влечение было. Но тут как-то так вот, карта дьявол, тут перемудрил он что-то. Может быть, какие-то хитромудрые, повторюсь, планы выстраивал. Может быть, надеялся женщину в эти сети заполучить, а мог сам подвлюбиться, мог просто не получить желаемое. Вполне возможно, сейчас какой-то злой на весь мир и считает других хитрыми, хотя сам как будто бы сам обманул себя, перехитрил, переманипулировал. Защищается сейчас. Ага. Княгиня, третье лица. Ну, у кого-то, понятно, мужчина может быть не свободен. Тут, в принципе, треугольник любовный у кого-то может защищаться. У кого-то пытался сидеть на двух стульчиках, а у кого-то было искушение, шанс, ну, как будто бы дороги открывались. Кто-то мог сдержаться, не пойти в это искушение. Тут карта аисты, дом, семья, карта солнца, детки, может быть. Ну, как будто бы шансы давались. Тут как будто бы две какие-то линии параллельно идут. У кого-то он расстроен, что он не взял эти шансы, у кого-то тут какая-то вообще история непонятная. Что-то непонятны мне его эмоции. Карта гроб, все пропало, шеф, все пропало, карта сущность. Тут может быть и ревность, и злость. Душевные муки выходят. Бог ты мой, это что с тобой? Любовь. Эмоции накрывают человека. Такой, как неожиданно сам подвлюбился. Но невозможно, защищаюсь, невозможно, невозможно тебе быть с этой женщиной. Да, это карма, это как наказание. То ли изначально неправильно выстроены взаимоотношения. Мне по вот этим вот первым картам, там я докладывала, шло как женщина вроде прикладывала усилия для того, чтобы то ли быть с ним, то ли заинтересовать его, то ли как-то она была заинтересована в том, что отношения их развивались. Но что-то оно там не пошло. Может, он мало прикладывал усилий, может, он как противостоял. Но тут вот эти вот карты, невозможно сейчас быть с этой женщиной, которой у него эмоции, я не буду говорить любовь, но тут эмоции действительно какие-то накрывают его. И он это, говорит, это закономерность, это понятно, это карма, это как бумеранг, это закономерно то, что я пожинаю то, что я посеял. Тут что-то такое. А при чем тут сплетни, не могу понять. Что это, ты боишься сплетен? Нет, о чем? При чем тут сплетни? Может, изначально как-то не хотел отношения то ли развивать, то ли подвесил какие-то взаимоотношения, да, боялся сплетен по поводу третьих лица, да, вот тут что-то такое, пересуды какие-то. У кого-то это рабочие взаимоотношения, карта работы, не хотел опять-таки этих сплетен. А у кого-то даже не то, что боюсь, не боюсь, но, скорее всего, ему сейчас могут об этой женщине рассказывать какие-то, ну, вещи, да. И он как будто по-другому на нее смотрит, другими глазами на эту женщину. Ну, даже так. Как мудрость, уже, знаете, постфактум приходит, осознание, может быть, кем эта женщина в его жизни была, для чего она была дана ему.
Тут карта мостик. Могли быть взаимоотношения. Они то ли так и не выстроились. Может быть, знаете, человек жил там, думал, вот шансы будут еще. А все. На этом вселенная дала 2-3 шанса. Потом сказала, нет, дорогой, ты их не берешь, не ценишь. До свидос. Да, и скорее всего женщина уже сама изменилась. Женщине может быть карта женщина, тут воительница и расходы. Женщине надоело отдавать свои ресурсы, давать эти шансы. Может быть, где-то стоять с протянутой рукой, просить этой любви. И тут воительница, она вполне возможно начала защищать свои ресурсы, себя, свою ценность и говорит, я себя не на помойке нашла, хватит. Ты не последний, не единственный мужчина на земле. Тут у кого-то и так. Вот такой у меня мужчина вышел. Вот такая его сигнификация. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, смотрим, да. Так. Смотрим, чье же имя он шепчет, когда ложь больше не помогает, да? Сейчас посмотрим, какую женщину он выбрал. Выбрала его душа. Какая женщина для него является этим кармическим магнитом, от которого невозможно оторваться, даже если уйдешь на другой конец света. Так. Итак, что мы тут выбираем? Сейчас смотрим. Так, сигнификатор этой женщины, которая заняла престол в его подсознании. Посмотрим, опишем 3 конкретных признака этой женщины. Может, ее там стиль общения, не знаю, какие-то такие признаки. В общем, если вы узнаете в этом портрете себя, значит, ваша власть над ним безгранична. Даже если между вами сейчас километр тишины. Итак, давайте. Какая это женщина? Какая женщина в его сердце? Вот прям карта разбитое сердце у меня тут. Какая-то женщина. Если узнаете себя, значит это вы. Кого на самом деле выбрала его душа? Итак, какую женщину? Какая это женщина? Итак, какую женщину выбрала его сердечко, его душа? Переворачиваем, считываем. Ну, тут реально могло быть вмешательство третьих лиц. Тут реально могли быть советчики с 2 сторон, да. Наличие третьего фактора могло быть во взаимоотношениях. И это, кстати, могло быть тем самым, как вам сказать, началом конфликта и началом и концом этого конфликта. Тут точки над «и» расставлены. Огромное влияние третьих лиц в этих взаимоотношениях. Невозможно было этого избежать, скажем так. Изначально, может быть, эти третьи лица присутствовали. Офигеть, тузы, шансы, капец.
Ой, а тут не свободные люди, девочки. Тут и женщина могла быть не свободна. Ну и он не свободен мог быть, да, но тут тоже у кого-то может проиграться женщина, которая замужем. Что это такое? Что это такое? Так, женщина, которая пришла для него, знаете, как, ну тут, наверное, как кармический партнер, да, учитель кармический, тот, который пришел его натыкать носиком в его, может быть, поведение, показать ему: Вася, ты не прав, там, или Иннокентий, кто ты там не прав. Как ты себя так ты ведешь неподобающе, мужчины так себя не ведут. Тут как будто женщина, которая вот как раздражитель для него, она его могла выбешивать, эта женщина, капец как тут. При этом вот объективно даже сказать, чем она его выбешивает, а выбешивает, может, своей какой-то правильностью, может быть, своими принципами. Раздражала она его даже, эта женщина, сразу. Прям мне так идет, как из разного мира. Тут окно в другой мир, как из разных миров люди. При этом в этом же ее и сила, девочки, этой женщины. Она, может быть, обладает этими тайными знаниями, тоже расклады Таро, видит многое, может, какой-то философский взгляд на мир. Но тут карта мораль, открытые ладони. Скорее всего, это женщина, которая прошла очень много. Тут и боль прошла, и, скорее всего, заинтересовалась психологией, эзотерикой в попытках, опять-таки, разобраться, почему в ее жизни это все происходит, почему в ее жизни, может быть, какой-то определенный типаж мужчин приходит, или повторяются какие-то сценарии, у кого-то в любовной сфере. Тут вот поиск кого-то, но при этом мне так хочется это считать, женщине хотелось оставаться, карта мораль, может быть честной самой собой, может не токсично, не экологично, опять-таки как-то себя вести. Ну, давайте сейчас уточню, тут странно, тут странные карты, какая-то женщина. Эта женщина его заинтересовала, она сама по себе тут умеет какие-то трудности, ну, которые у каждого из нас есть, да, она их преодолевает как? Тут карта творчества, может быть очень творческая. Он ее так воспринимает. Женщина, она наполнена светом, женщина яркая, привлекательная, живая, как будто дышит полной грудью. Вот этим она для него манкая. Опять-таки, нет такого, что она перенос ответственности за свою жизнь на кого-то другого. Нет, тут, скорее всего, он видел женщину, которая, фигово, но она найдет какие-то способы выйти из этих состояний. Так, первая токсичная мораль. Вот это вот мне хочется сочетание так прочесть, что как бы плохо не было, эта женщина, она остается всегда человечной, остается. Вот тут добро, мораль. Какие бы тяжелые вот не были испытания, карта гор, это трудности, тут токсично сверху. Ну, каким бы она ни сталкивалась с препятствиями на своем пути, все равно он видел в ней человека, который тут может постарается не обидеть никого, постарается как-то экологично все равно проявляться. И в этом сила. Тут сила, тут скорее сила этой женщины. С одной стороны, она для него загадка. Опять это окно в иной мир. Да, непонятная, непрочитанная книга. С другой стороны, умение оставаться вот человечной, вот так вот, могу сказать. Вот тут дальше непонятно. Это что это ее? Ну, тут карта черная вдова. Я не буду это читать там, как эта женщина потеряла много раз мужей. Скажем так, карта сердца. Женщина, которая не один раз уже разбивали сердце. Может, не единожды была замужем, да, все-таки тут карта аисты, детки. Может быть, сейчас второй или третий раз даже замужем. Вот тут у кого-то так. Карта правосудия. Очень большая вероятность, потому что женщина или была замужем и тут детки, или, сейчас замужем и детки. При этом это не первый вот там союз, брак, вот тут с опытом уже такая женщина. То есть
не наивная девочка вот в этом плане, как будто бы уже много раз сталкивалась, может быть, с болью, разочарованием, предательством в личной жизни, уже влюблялась не раз, вот тут такое. При этом он ее воспринимает вообще изначально вот такое сочетание, смотрите, туз воздуха, а дальше идет туз воды. Также и тут как-то так, ну как будто бы начиналась, она как вызвала у него раздражение даже, чем-то могла выводить из себя. Не знаю, даже тут туз воздуха, точки над «и», тут туз воздуха, тут туз мечей, да, тут туз мечей. Повторюсь, может быть, она как вскрыла какие-то моменты, которые он сам от себя скрывал в своем поведении, поступках, проявлениях. Вот, да, нарисовал там себе портрет он себя таким видел, создавал образ. А она какими-то своими, может быть, словами, поступками, как подсветила теневую сторону, которая есть в каждом из нас. И его это выбесило. Тут такой мне, я даже не знаю, что-то из серии «Укрощение строптивой строптивого». Ну, тут могла коса на камень, могло быть взаимное какое-то такое, знаете, как это, какие-то наезды друг на друга, претензии, недовольство, злоба какая-то даже сразу могла быть, агрессия. А потом показана это туз воздуха, это где-то даже ссоры какие-то. И это все переросло в туз воды, это в шанс в любви. И он ее увидел, как будто бы эту женщину абсолютно другой, чувственной. Тут даже не сколько страсть, хотя карта сила – это женщина, которая привлекает сексуально в том числе. И тут все-таки карта сердца, да, это открытое сердечко. Но он влюбился. Тут она его выбесила, не знаю почему, тут каждого, наверное, свое. Но я уже озвучила, почему основное. Потому что он какой-то образ создавал свой, ну, то ли мачо, то ли такого значимого. А она что-то как-то так на это так скептически посмотрела, подсветила всю эту ситуацию. Его это вау. Ну и тут влюбился. И неожиданно сам для себя влюбился. Туз воды. Так, ладно, дальше рождение. А дальше пошла история как-то так, как будто могла быть любовь любовная, но тут дальше у кого-то вмешались. Может быть, стабильность. Мужчина, рядом карта телец. Этот золотой телец – это материальная база. Может, стабильность, зона комфорта, да. Такой, как будто бы мог взвешивать, мог остаться в своей этой так называемой зоне комфорта, выбор сделать в эту сторону. Может, до конца так и... Знаете, влюбиться это одно, а увлечься туда это одно, но как будто бы этим чувствам то ли не дано было вот созреть, да, дойти до какого-то вот прям такого конкретного, не знаю, глубины, размаха, вот если можно сказать. Как будто бы могли вмешаться третьи лица с любой стороны, с его стороны, с ее стороны этой женщины. Как будто бы рождение вот этих вот чувств, ну, эмоций, этой любви, это только начало все зарождаться. Но с этой стороны много помех, с этой стороны тут опять-таки вот эти какие-то моменты, туз воздуха, какие-то нюансики такие, да, которые, ну, они оставались, да, невыясненные какие-то истории, может быть, какие-то поступки этого мужчины. Такое ощущение, как будто бы эта женщина ему планочку как поднимала и говорила: ко мне по-другому проявляться нужно. Меня не в полной мере устраивают твои какие-то то ли проявления, то ли отсутствие твоих проявлений. Будто бы она от него чего-то другого ожидала. Вот так, как она его подталкивала. А он то ли понимал, то ли делал вид, что не понимает, то ли не понимал. И тут такое, как коса на камень, как дрессировка. Может быть, с его стороны, как он пытался ее под себя переделать. Игра какая-то была. С ее стороны, со стороны этой женщины. Тут что-то все такое. Ну и все-таки, последний раз говорю, тут присутствуют третьи лица. И это огромное имеет значение. Может быть, изначально, повторюсь, не свободные обои. Соответственно, как бы
изначально все было под большим знаком вопроса, насколько это вообще история трудно реализуемая или вообще, может, неодобряемая социумом, или вообще нереализуемая, да, какие-то форматы такие. А тут любовь вмешалась. Но. Так, давайте еще. Какая еще женщина? Ну, я сказала, какая она. Она чувственная, она, может быть, у нее острый язычок такой. Она могла его выбешивать. Так, при этом открытое любящее сердце, сексуальное, привлекательное, со своими принципами. Тут у нее свои установки какие-то, свой взгляд на мир. Скорее всего, даже где-то она принципиальная и не прогибается. Не нужно прогибаться под изменчивый мир, да, однажды он прогнется под нас. Это что-то из этой серии, может быть. Творческая, вообще оптимистка сама по себе. Такая какая-то. Рядом с ней, вот, да, там выражение, потому что рядом с ней не нужно света, да, стихи, не помню, то ли Осадова, то ли. Вот рядом с ней не нужно света, она сама как свет, как солнышко. Такая. Так, давайте еще пару карт на эту женщину. Ну, достойная, у кого-то, повторюсь, может быть замужем, у кого-то разведена, но уже довольно-таки реализованная, самодостаточная. По крайней мере, такой, как вам сказать, имидж женщины, которая себя ходит, лелеет, знает о том, что она привлекательна и вкладывается, ну, во внешность. Влюбленная. У нее может быть еще какой-то мужчина, да. Я имею в виду, ну, выбор из мужчин у нее есть. Нет такого, что она сама по себе одиночка, закрыта. Она интересна многим мужчинам. Она как цветочек, цветет и пахнет. Довольно-таки романтичная особа. Ух ты, а это что? Женщина, которая, скорее всего, увлеклась, с головой ушла в какое-то свое время. По дьяволу, картозелье, воровство. Ой, могла тут, хотел сказать, накуролесить, но я имею в виду увлечься каким-то мужчиной, искренне посчитать на тот момент, да, что это любовь всей ее жизни, а потом скрылось, что это в этом кубке не истинная любовь. Может, скрылось какой-то нюанс такой, что у мужчины были планы, ну, сексуального характера, да, потому что карта воровство. Это воровство, это как-то, ну, ночью темной прискакать, да, образно, получить, что хотеть, особо не вкладываясь и не простраивая взаимоотношения, и, ну, взять и ничего, воровство, и ничего не дать взамен. Вот тут, скорее всего, какая-то подмена понятий такая произошла по дьяволу, по дьяволу. Ну, женщина, скорее всего, это все уже для себя осознала. Да, это болезненно все было, карта сущность. Ну, очищение выбрала, скорее всего, если была замужем осталась с мужем. Если тут какие-то форматы такие до нее дошло, ни к чему серьезному не ведут, скорее всего, вышла из этих каких-то взаимоотношений, которые, ну, кроме как каких-то, знаете, таких, ну, легкие эти форматы, как будто ее не устроили. Очищение. Как будто захотелось вообще от этой всей истории, значит, отмыться и забыться. Ну, так как-то. Хотя в моменте тут могла испытывать, понятно, бурю эмоций. Ну, подвлюбилась тоже. Да, ну такой вот ожидала одного, карта подарочек, а из этого подарочка выскакивает такой злобный клон. Такой форс-мажор, вот такой нежданчик. Как будто бы столкнулась с неожиданными, может быть, последствиями, проявлениями вот этого мужчины. Ну, для нее это была полная неожиданность. Ну, то, как это все будет дальше развиваться, ситуация, как этот мужчина может будет проявляться. Неприятная неожиданность. Да, это урок, карта карма. Где-то даже закономерно. Просто
Может, она не просчитала. Ну, понятно, когда мы влюбляемся, что кто просчитывает голову. Башку отрывает, сносит вообще гормоны, и вообще ничего не контролируешь. Поэтому этот урок она прожила уже все. И нужно ей было это прожить, это все испытать. Все, девочки, вот такой сегодня у меня расклад. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.